Let's go. Good morning. My name is Andrea Angelini. I'm here in two positions as a representative of the International Federation of Choral Music. Добрый день, меня зовут Andrea Angelini, и здесь я представляю два направления. Одно это расскажу вам про Международную федерацию хоровой музыки. And as artistic director of some festivals in Italy, which I will present later at the end of the presentation. А также я являюсь директором нескольких фестивалей в Италии, которые я тоже презентую сегодня, немного позднее. But the main target of today is to present to you the International Federation of Choral Music. Главной целью моего сегодняшнего выступления является презентация Международной федерации хоровой музыки. Which I am the editor of the International Choral Bulletin, that is this magazine. Я также являюсь главным редактором Международного хорового бюллетеня, which we send to all our members. который мы рассылаем всем членам нашей федерации. I have here some copies, very few, 5 copies, but I can leave here for free, so at the end you can take if you want. Если кому-то интересно, здесь оставлю 5 копий, бесплатно можете взять. Okay, like Если the winner. Okay, just we start to present the International Federation for Choral Music, which is a new symbol, new logo, which we changed a couple of years ago. Сейчас я начну презентацию нашей федерации. Это наш новый логотип. Буквально несколько лет назад вот он стал выглядеть именно так. Okay, the slides are in Russian, so I think I have not to tell something more. I just want to add you some very important point, but you can read everything in Russian. Собственно, презентация вся на русском, вы можете прочитать. Я озвучу некоторые важные позиции с каждого слайда, чтобы вам было понятно. Sometimes people say, what is IFCM? Is it something like maybe interculture, something like other organization doing, can I say business with choral music? Многие спрашивают, что такое, собственно, это Международная федерация хоровой музыки. Некоторые сравнивают с организацией культуры, то есть с теми организациями, которые сделают бизнес именно на хоровой музыке. No, International Federation of Choral Music is not a business organization. Is a not-profit organization. Наша федерация не является такой организацией, то есть мы не являемся какой-то бизнес-структурой, это скорее не коммерческая организация. It was founded in 1982 with the purpose of facilitating communication and exchange between choral musicians in the world. Наша федерация была основана в 1982 году для облегчения общения между хоровыми коллективами во всем мире. We have different activities. Most important are the World Symposium of Choral Music. У нас есть различные проекты, и самым важным из них является мировой симпозиум хоровой музыки. We have other projects, very interesting. One is very important, is Conductor Without Border. Также у нас есть различные другие не менее интересные проекты, например, такой как «Дирижеры без границ». Conductor Without Border is a project we lead in poor countries like Africa, for instance. Это тот проект, да, «Дирижеры без границ», который мы проводим, реализуем в бедных странах, например, в Африке. Where conductors they don't have opportunity to study seriously choral music, so we go with some professor go to Africa to teach choral music and conducting to people. Например, мы едем в какую-то страну в Африке, да, где у дирижеров нет возможности учиться и профессионально расти. Мы приезжают профессора и проводят какие-то мастер-классы и занятия, собственно, для дирижеров. But we will see in detail later in other slides. Okay, the next, you can ask who founded the International Federation of Choral Music. In 1982, 7 nation organizations decided to found a big organization, I can call an umbrella organization.
Собственно, многие задаются вопросом, кто же был основателем этой организации, да, этой федерации. Основателями являются 7 национальных федераций, 7 государств и международные хоровые организации с 5 континентов. It was founded by the American Choral Directors Association from North America, Choral International, which is a national French organization, European Choral Association, and Japan Choral Association, and Nordic Choral Forum from Scandinavia. Собственно, эти организации, это была Американская ассоциация хормейстеров, Французская ассоциация Радость в сердцах, Европейская хоровая ассоциация Европа Контакт, Японская хоровая ассоциация и Скандинавский хоровой форум. То есть это были те 5 организаций, которые основали данную федерацию. Of course, now we have many more members, many more national organizations, and I'm pleased to say you that even Russia, we are working with all Russian choral society from Russia. They want to join also IFCM. Конечно же, в нашей федерации гораздо больше различных ассоциаций, да, это не только эти 5 организаций присутствуют. Мы также работаем с Россией, и хоровые ассоциации, которые у нас есть в России, они тоже хотят вступить в нашу федерацию. Last spring we had 2 important meetings with Mr. Peshigailo and Mr. Gergiev, and the president and the director of Russian Choral Society, and we are still in the progress to do many projects together. В том году, прошлой весной, у нас была встреча с господином Пожигайло и Гергиевым, и мы работаем как раз над тем, чтобы наши хоровые организации тоже вошли в федерацию. So here are the purposes of IFCM, what we want to do. As I told you before, it's not a business organization. We are taking care, promoting choral music to high level, low level, all kind of level. Doesn't matter what are people involved in choral music. We want to promote choral music because we believe in choral music, not only like artistic subject at this matter, but to make a better. Our motto is to make a better world through choral music. It's important. Собственно, цели федерации вы можете увидеть на слайде, да, и, как я уже говорил, нашей целью не является какой-то бизнес, и мы хотим продвигать хоровую музыку. Нашим девизом является «Сделай мир лучше через хоровую музыку». То есть это не зарабатывание денег, это вот продвижение, пропаганда хоровой музыки во всем мире. So this is a very big project. It's a project every 3 years because it's a very demanding project. It's called WSCM, World Symposium of Choral Music. Каждые 3 года у нас проводится мировой симпозиум хоровой музыки. Каждые 3 года, поскольку это довольно-таки большое событие. We do every 3 years in different continent, different country. The last one was in Korea, South Korea, in Seoul in 2014. Каждый раз проводится этот симпозиум в разных странах, на разных континентах. Прошедший фестиваль был в 2014 году в Сеуле. Next one will be in Barcelona next year in 2017. Следующий в 2017 будет в Барселоне, в Испании. And next in 2020 it was adjudicated to New Zealand, to Auckland. Ну, в 2020 году, собственно, симпозиум пройдет в Новой Зеландии, в Окленде. Well, what is a symposium? It's like around 1 week of all dedicated to choral music in all aspects. Will be hundreds of concerts, hundreds of master classes, workshop, meeting, book show, and everything is connected to choral music. So usually we go in big places. Like, for instance, in Barcelona, we will have a famous Palau de la Música, for instance. I think you know a place by Gaudi architecture. Собственно, что такое этот симпозиум? Да, это большая встреча, которая длится около недели, на которой проводятся мастер-классы, концерты, семинары обучающие. Также проводятся можно купить различную продукцию, да, те же ноты.
Это все проводится для заинтересованных, собственно, в хоровой музыке, и всегда, естественно, выбирается большое какое-то место проведения. Например, в Барселоне будет площадь перед собором. This is a slide that represents how IFCM is structured. Собственно, на этом слайде представлена организационная структура нашей федерации. We have actually a president, and he's American, he's from the United States of America, it's Dr. Michael Anderson. У нас есть президент нашей федерации, это американец Майкл Андерсон. He's elected, is a position elected, is every 3 years we have an election for the position. Он был выбран, да, у нас каждые 3 года проводятся выборы президента нашей федерации. And the president has a restricted board, it's called Operational EXCOM. Также у нас есть, значит, 2 совета, комитет, да, операционный комитет. We have on the other side an artistic executive committee taking care of all artistic aspects of International Federation of Choral Music. И есть также художественный комитет, который отвечает, собственно, за тех артистов, за членов организаций, да, которые принимают участие во всех встречах и форумах. We have a board of directors made by elected people representing each country. У нас также есть совет директоров, который выбирает. И там есть представители каждой страны, которые являются членом-участником данной федерации. And we have a general assembly that are made by people that do not have a special position, but that they are just members. Ну, также у нас есть генеральная ассамблея, то есть это у этих людей нет какой-то определенной задачи, позиции. We have 2 very high principles in IFCM because we want to be sure that when we launch a project, the project must be with responsibility and professionalism. What means that we take a project very serious and we want to do and to be sure that at the end the project will be successfully performed. And professionalism. So, I mean, we are not doing the project with only with high-level people to make the project also will be in a good level. Собственно, для того, чтобы каждый проект нашей федерации имел успех, у нас есть 2 самые важные основные задачи. Первая из которых является ответственность. Мы ответственно всегда подходим к поставленным перед нами задачам, предоставляем отчет о результатах проделанной работы и всегда отвечаем за тот результат, который получился. Естественно, мы настроены на положительный результат. И также второй принцип – это профессионализм. Мы стараемся эффективно выполнять все поставленные задачи, применяем навыки не только профессионалов, но и также используем знания каких-то профессиональных волонтеров, которые работают на наших мероприятиях. We have 3 main offices in the world. The main office is in Chicago, United States of America. And we have recently opened a new office for Europe, which is in Italy, near Milano. And we have another office for the Asian continents, which is actually in Macau. У нас есть 3 офиса. Главный офис находится в Чикаго, в Америке. Недавно открылись еще 2, первый из которых это в Европе, в Италии, недалеко от Милана. И второй офис, то есть первый офис занимается именно европейскими какими-то мастер-классами и форумами. И второй офис в Азии, который сейчас находится в Макао. Briefly now I'm speaking about every project. The first project you can see is the World Choral Day. What is a World Choral Day? It is a day dedicated to choral music. It is every year around mid-December.
It was launched by Alberto Grau. It is a composer and a director from Spain but living in Venezuela. What is the objective? Is an international choral event to extol the value of solidarity, peace and understanding. Сейчас я расскажу подробнее про каждый наш проект. Первым проектом является Международный день хорового пения. Он каждый год проводится примерно в середине декабря. Был основан в 1990 году Альбертом Грау, это композитор из Испании. И, собственно, цель этого мероприятия, этого проекта – пропаганда таких ценностей, как солидарность, мир, взаимопонимание. It's very simple because we have a website, worldchoralday.org, and if you want to do a project, a concert in around the date, it's not just important that special day, but also a week before, a week later, you can register your concert for free in the website, and you receive at the end also a diploma for the International Federation of Choral Music. But what is important not is the diploma, but this is the idea, because this day is dedicated to choral music. Собственно, если ваш хор, если вы хотите принять участие в данном мероприятии, да, это не определенный какой-то день. Это может быть, вы можете принять участие за неделю, да, это, через неделю. То есть примерно в этих рамках, да, в середине декабря, вы должны зарегистрироваться бесплатно на сайте, который там написан, worldchoralday.org. Вы регистрируетесь на этом сайте, даете какой-то концерт хором, и после этого получаете диплом от федерации. Но, конечно же, диплом не является самой важной задачей, да, то есть не является какой-то вашей целью. Собственно, естественно, это цель, это пропаганда хоровой музыки, пропаганда хорового пения. Some statistics about the Choral Day. You can see the project is growing up every year. We have in 2015 around 450 concerts performed for the World Choral Day in all the world. And we have, the second statistic is about participating nation. We can see that most come from Europe. We have in South America, Oceania, North America, Asia and Africa, anyway, many nations participating. And in the last picture you see the diploma that we issue to each choir that are there to the World Choral Day. Собственно, на этом слайде вы можете увидеть статистику данного проекта. Как вы видите, количество участников растет, да, и количество, то есть на первом графике вы видите количество хоров, которые были даны, количество концертов, которые были даны в рамках проекта. Второй график показывает количество стран-участниц, естественно, самое большое количество из Европы и Америки. Также есть участники из Африки, из Азии, Северной Америки, Океании. То есть количество растет с каждым годом. И последняя картинка нам показывает, собственно, как выглядит сам диплом за участие в данном проекте. The second project is a World Youth Choir. It's a choir made by young singers. They are not professional. They are taken by choir. Then we do audition for entering in the World Choral, in the World Youth Choir. We do audition every year or every 2 years. The objective is to bring together talented young singers aged between 17 and 26 from all over the world. So it's a choir made by singers coming from all over the world. Of course, IFCM and the other 2 members of Choral, they pay expenses for traveling, time, lodging, and everything when they do concert and session of rehearsal. Следующий проект – это Международный юношеский хор, который был основан в 1989 году. Собственно, в этом хоре принимают участие певцы от 17 до 26 лет со всего мира, приглашаются для участия в этом хоре. В этот хор проводится прослушивание каждый год или каждые 2 года, то есть просто так туда не попасть. И когда, собственно, происходят все эти концерты, какие-то мероприятия данного хора, все оплачивается федерацией, и вот 2 спонсора тоже представлены, это организация Choral Musical International и Европа Контакт. То есть все расходы эти организации берут на себя.
The most important concert of the World Youth Choir was in 2011 when in Oslo, in Oslo is a place of a ceremony of a Nobel Prize. They sing in front of the King of Norway as a celebration of a Nobel Prize awardee. And also here you can have a website if you want to check about the projects and audition. It's a World Choir, worldyouthchoir.org. And the last graphic, you can see the participants also bring up and nation that are participating. We have in 2012 around 30 countries participating, 30 countries. The singer came from 30 countries, around 60 singers. Собственно, самым главным выступлением Международного юношеского хора было выступление в 2011 году на вручении Нобелевской премии в Осло, которое проходило. Хор выступал перед королем Норвегии собственно, непосредственно на вручении Нобелевской премии. И на графике вы видите количество певцов из различных стран, которые, естественно, с каждым годом растет. Например, в 2012 году было около 30 стран-участниц и порядка 60 певцов. I already spoken about the symposium for music. Just we go fast to say that the next symposium I told you is in Barcelona. The applications are still open. So if you want to register, if you want to go to Barcelona next year to attend the symposium, also you have a website you can check. WSCM11.cat из Каталуния. Собственно, я уже рассказывала про симпозиум, который будет проводиться в Барселоне в следующем году. Сейчас, в данный момент, регистрация открыта. Соответственно, если вы хотите попасть в следующем году на данное мероприятие, вы можете еще зарегистрироваться. Внизу веб-сайт написан WSCM11.cat. Можете регистрироваться для участия, то есть могут участвовать дирижеры, певцы, издательства, национальные представители. This is a project of Conductor Without Border. I've also already spoken about bringing experts, mainly in Africa. На данных слайдах мы видим еще раз информацию про проект «Дирижеры без границ», как я уже рассказывала. This is a new project. Is this one? Okay, we are here. Yes. It's a new projects are the composition competition and the Asia Pacific Council. What is a composition competition? Every 2-3 years we have competition for not for performing for music but for composing for music. So the last one was 2 years ago, so we are launching now probably the next one will be launched at the end of this year or at the beginning of the next year. На данном слайде представлены наши новые два проекта. Первый из них это конкурс произведений, второй это Азиатско-Тихоокеанский совет. Что такое, собственно, конкурс произведений? На нем не проводится конкурс именно выступления, да, то есть хоровых коллективов. Это больше конкурс для композиторов. Проводится он каждые 2-3 года, и следующий конкурс будет либо в конце этого года, либо в начале следующего. We see that at the beginning in 2012, we given the next one 2013. Number of composers participating grew up very, very quickly. We went from less than 100 composers participating to more than 600 composers. Ну, собственно, как вы видите на слайде, как растет количество композиторов, которые принимают участие в данном конкурсе. Если в 2012 году их было меньше 100, то в 2013, год спустя, их было уже более 600 композиторов, которые именно участвуют в данном конкурсе. More than 60 countries participating. И уже участвуют больше 60 стран. Okay, we don't have so much time, so I want just to run to speak about the International Choral Bulletin, of which I am the editor, so I can speak much more.
Тут у нас не так много времени, я хотела вам сейчас рассказать про интернациональный хоровой бюллетень, издателем которого, редактором которого я являюсь. The International Choral Bulletin is an official magazine of the IFCM. Данный бюллетень является официальным изданием нашей федерации. Is a publisher quarterly, it means every 3 months. Выпускается раз в квартал, то есть на 4 раза в год. In the 4 languages official from IFCM, which is English, French, German, and Spanish. Издается на 4 официальных языках Федерации: английский, французский, немецкий и испанский. Is distributed in 74 countries, 4 numbers, 4 years. The staff are 7-person staff and about 10 authors for every numbers, as a printed in 4 languages. And also we print in paper like this, in PDF, which is downloadable for free for the website. And also we have a dedicated website. Распространяется данный бюллетень в 74 странах. Авторами данного издания являются 7 человек и плюс 10 человек на каждое издание, потому что, опять же, 4 языка, и для каждого издания еще примерно по 10 авторов. The bulletin contains article of technique, I mean the technique of choral music, so it's like scientific journal. What's happened in the choral world? We have a section dedicated to composer, to repertoire, and to events. Еще не успела сказать, что все статьи доступны также в электронном виде на сайте, в PDF-формате. И, собственно, информация, которая там содержится, это какие-то новости хорового мира, информация о композиторах, о репертуаре, то есть что-то новое все время, что происходит в хоровом мире. So I invite you to become members of IFCM. You can visit the website ifcm.net. Я всех вас приглашаю стать членами нашей федерации. У нас есть сайт ifcm.net. Members could be individual person, choir, organization. Членами нашей организации могут быть федерации, не только организации какие-либо, но также хоры и просто индивидуально можете стать членами нашей федерации. Okay, just 2 minutes. I want to speak about. I changed dress, but I'm the same person. Это международный хоровой фестиваль, который проводится в Римини. Сейчас будет через неделю буквально, немножко уже вы опоздаете. So if you are interested, you can come next year in September 2017. Если вас заинтересует, в следующем году, в сентябре 2017 года, приезжайте. The next competition of which I'm a festival is in May, is a Queen of Adriatic Choral Festival competition, which is held in the city of Cattolica, just 20 kilometers south of Rimini. Другой фестиваль проводится у нас в мае, называется «Королева Адриатического моря». Хоровой фестиваль и конкурс недалеко, буквально проводится в 20 километрах от Римини. And another competition is a beautiful city of Venice. It's in July 2017. И последний, собственно, конкурс проводится в Венеции в июле. Is dedicated to Claudio Monteverdi. I think you know that Claudio Monteverdi was working in the beautiful Basilica di San Marco in Venice. И, я думаю, вы знаете, что Клаудио Монтеверди работал в Базилике Святого Марка. And the last but not the least, this is a new fall festival. There are 4 festivals in the wonderful city of Florence. И еще один слайд, который нам представлен, рассказывает о фестивале, который проводится во Флоренции. Is a 4 festival in April, May, July and September. 4 фестиваля, которые проводятся в апреле, мае, июле и сентябре. You can visit florencechoral.com. Собственно, можете посетить веб-сайт, который также указан здесь на слайде. And I'm waiting all of you in the beautiful country of Italy. И я жду всех вас в прекрасной стране Италии. So thank you for your attention. Спасибо большое за внимание.